Привет, подписчики, друзья, привет, враги и просто случайно напоровшиеся на это видео зрители. Меня по-прежнему зовут Олег Кашинцев, я майор в отставке, диссидент, ну и, конечно же, враг государства путинского, как же без этого. В своем последнем видеоролике я рассказывал о самом начале пригожинского мятежа еще до захвата им Ростова и похода на Москву. На сегодняшний момент, как мы знаем, так называемый мятеж прекращен, а наемники Пригожина развернуты и отправлены обратно. Вчера как сам повар, так и его хозяин выложили свои обращения. Пригожин пояснил, что свергать никого не хотел, а так провел мирную демонстрацию, чтобы его фирму не закрыли. Сбитую авиацию он назвал ошибкой. Путин же выступил после Пригожина и вновь, не называя организаторов мятежа по имени, обозвал их предателями и призвал пригожинских наемников перейти на контракт в армию или же уйти в Белоруссию. Почему, кстати, они все говорят «уйти»? Пешком, что ли, они пойдут? Какая судьба ждет Пригожина и что это такое было? Есть, например, те, кто не верит в то, что организованный Пригожиным мятеж был настоящим, озвучивая версии о том, что это все постановка или спектакль. Сегодня в данном видео я попробую ответить на эти вопросы и разберу 3 версии случившегося. Это будет моя субъективная точка зрения и оценка событий. Соглашаться со мной или нет, как обычно, решать только вам. Ну а пока, как всегда, досмотрите это видео до конца, потому что самое важное вы найдете не только в его начале или в середине, но и в конце. Поставьте лайк, поделитесь этим видео и подпишитесь на этот канал, если вы, конечно же, еще не сделали этого. В общем, поехали. Итак, Пригожин слился, свернул свой мятеж так же нелепо, как и начал его. Он покинул захваченный Ростов, так и не доведя свой марш справедливости до конца. Повар заявил, что разворачивает своих мятежников и отправляет их в полевые лагеря, и после под аплодисменты местных жителей уехал из Ростова. Ну а потом объяснил, что никого на самом деле свергать не собирался. Эх, а сколько понтов там было. ЧВК «Вагнер» хотели расформировать. Мы вышли 23 июня на марш справедливости. За сутки мы прошли, не доходя 200 километров до Москвы. За это время мы не пролили ни одной капли крови наших бойцов. Сейчас наступил тот момент, когда кровь может пролиться. Поэтому, понимая всю ответственность за то, что будет пролита русская кровь с одной из сторон, мы разворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану. Столь неожиданное начало пригожинского марша, казалось бы, шокировало российских пропагандонов, путинских халуев и силовую верхушку. А сам ватный фюрер, по некоторым слухам, даже бежал из Москвы, бросив наступающего Пригожина несколько бранных слов. Но обратите внимание, что он не назвал имя того, в чей адрес произнес эти слова, ни в первом обращении, ни во втором. В итоге через сутки после начала с какой-то необычной и почти волшебной легкостью удалось уговорить повара прекратить мятеж. Его окончание было не меньшим для многих шоком, чем его начало. Так что же это такое, блядь, было? Итак, рассмотрим и разберем мы сегодня 3 версии пригожинского мятежа или неудавшегося госпереворота. Оставляем пока за скобками его личное объяснение этим событиям, которые он дал вчера, спустя более чем сутки молчания. Какие же это версии? Первая версия, что это был спектакль с режиссером из Кремля, в котором Пригожину была отведена специальная роль. Вторая версия, что это была провокация со стороны Кремля, чтобы уже легальным путем устранить Пригожина и его ЧВК. И третья версия, это было реально не срежиссированное, самое настоящее восстание повара. Версия первая со спектаклем достаточно конспирологическая, но укладывающаяся в тот витающий вокруг всего срока Путина нарратив о том, что у Кремля все всегда под контролем. А Путин – великий стратег и тактик. Согласно этой версии, мятеж Пригожина был срежиссированным
в Кремле спектаклем, в котором Пригожин сыграл свою главную за последние месяцы роль. Роль, которую ему отвел лично его хозяин из Кремля. Согласно этой версии, главной целью всего действия было выманить на поверхность предателей и нелояльных режиму в путинском окружении, как среди силовиков, так и среди элит и приближенных к телу ватного фюрера. Далее провести массовую зачистку. Попутно еще и спровоцировать ВСУ на наступление, чтобы выманить под удар регулярной армии. А говорю сразу, что версию с провоцированием ВСУ в этом возможном спектакле я рассматривать вообще не буду. Она мне кажется более чем глупой. Версия со спектаклем интересна сама по себе. Так что же в ней не так? Или же все так? Попробуем разобраться. Давайте представим, что для того, чтобы дать ход такому плану, в Кремле должны были получить сигнал или информацию о том, что в окружении ватного фюрера что-то закипает. Кто-то замышляет переворот, мятеж, покушение, в общем, смену власти. Как хотите, так это и называйте. Далее возникает идея добавить контролируемые катализаторы в виде Пригожина в эту закипающую жижу, чтобы на поверхность плыла пенка из врагов и предателей. А затем эту пенку снять и смыть. Путин договаривается со своим поваром и просит его сымитировать мятеж, да так, чтобы никто никогда не догадался, что это спектакль. Об этом могут знать только несколько самых приближенных, проверенных и доверенных лиц. Далее устранить в том числе, если понадобится, и физически выявленных предателей. Итак, что говорит в пользу такой версии? Первое. На предварительные словесные угрозы Пригожина, которые берут начало еще задолго до мятежа, в адрес военного руководства никто не реагирует. Ощущение, что это согласованная игра по сценарию. Второе. Пригожин действительно очень близок с Путиным. Их связывают долгие годы более чем доверительных отношений. И предательство с его стороны нечто фантастическое. И, судя по всему, именно Пригожину Путин всегда поручает самые деликатные вопросы. Так что он, как никто другой, подходит для реализации именно такой операции. Третье. Пригожин с легкостью пересекает границу с Россией из Украины, посылая одну голосовуху за другой в свой телеграм, пользуется техническими средствами, которые наверняка уже на тот момент давно все известны. И его никто не пеленгует и не уничтожает как опасного мятежника-террориста. Хотя средства для этого у спецов существуют еще как минимум с 1996 года. Также его не устраняют и потом уже в Ростове, когда точно известно его местоположение. Четвертое. Пригожин с легкостью берет Ростов и штаб Южного военного округа, не получая при этом никакого сопротивления. При этом на немногочисленных кадрах в Ростове не видно никакой многотысячной армии Пригожина, о которой тот говорит. Его тупо пропускают, не давая отпора, а взывания некоторых генералов из подвала к мятежникам на камеру выглядят очень уж постановочно. Кроме того, есть уже информация, что команда силовым органам не сопротивляться пригожинской банде была дана сверху. Но здесь нужно отметить, что отсутствие жесткой силовой реакции на мятеж можно объяснить еще и тем, что Путину сейчас, когда основные силы брошены на преступную войну против Украины, не нужен второй фронт, да еще и у себя в стране. Банда Пригожина действительно большая, и даже если ему не удалось бы выиграть битву, то он оттянул бы серьезную часть сил на себя, и в успехе украинского контрнаступления не осталось бы уже никаких сомнений. Так что нулевое сопротивление пригожинским наемникам не обязательно должно говорить о спектакле. Пятое. Пригожинские наемники спокойно доходят до Московской области, где уже потом только разворачиваются обратно. Хотя уничтожить относительно немногочисленную колонну вагнеровцев по дороге на Москву труда бы совершенно никакого не составило, и для этого совсем не обязательно близко подлетать к ним на вертолетах. Шестое. Появляются несколько странных, полуанонимных, неподтвержденных сообщений о том, что якобы батальоны из Министерства обороны и какие-то там ЛНРовские боевики перешли на сторону Пригожина. Можно предположить, что это, наверное, должно было как-то подействовать как заразительный толчок, что ли, для остальных. Седьмое. Этот марш был сделан, то есть совершен быстро, как по шаблону, будто бы давно планировался, а по пути следования на блокпостах вагнеровцев пропускали без сопротивления. Как мы теперь видим и понимаем, скорее всего, по команде сверху. Восьмое. В итоге Пригожина прощают и обещают прекратить в отношении него уголовное дело. Дают ему
спокойно уйти в безопасную и суверенную Беларусь. И все это после выступления ватного фюрера по телевизору, в котором тот, я напомню, не произносит имя предателя и врага, то есть того, кто ударил его в спину. 9. Пригожин спокойно покидает Ростов на обычной машине и, помахивая рукой, сваливает в неизвестном направлении. Перед нами предстоит картина, где уголовник Пригожин, знающий то есть прекрасно знающий о предательстве и о цене обещаний, данных под давлением и угрозами, как наивный ребенок верит словам ватного фюрера, то есть человека, которому он, по сути, только что угрожал и ставил ему свои условия. Он, словно нашкодивший мальчик, выходит с ним за ручку из Ростова и сливает весь свой протест. Это все после появления информации о том, что Путин дал распоряжение убить его. Чтобы поверить обещаниям Путина после такой информации, нужно быть либо большим ослом, кем Пригожина трудно, конечно же, назвать, либо же знать то, чего не знают остальные, и быть уверенным в том, что этого точно никогда не произойдет, а информация о выдаче лицензии на твое убийство – стопроцентная дезинформация. И последнее. Пригожин, судя по новым голосовухам, все еще жив, здоров и прекрасно себя чувствует. Какие аргументы можно привести против данной версии? Первое. В ходе мятежа сбит один достаточно крупный и важный самолет и несколько вертолетов. Это самые большие потери авиатехники за раз в течение дня с момента начала вторжения в Украину. Погибли 15 российских военных. Со стороны нормального человека такие жертвы для спектакля выглядят, мягко говоря, неоправданными. Но мы все знаем, что из себя представляет Путин. Он взрывал жилые дома со своими согражданами в самом начале своей преступной карьеры, в кавычках. Сейчас он каждый день убивает украинских граждан, взрывая жилые дома уже в Украине. Он каждый день убивает своих собственных военных, посылая их на неоправданную, никому не нужную бойню. Своих политических оппонентов так называемый президент устраняет, не испытывая ни капли жалости, лишь бы избавиться от проблемы. Им руководит только холодный расчет. Люди для этой мрази как фигуры на шахматной доске, причем для игрока, который умеет играть только в Чапаева. Так что он вполне мог пожертвовать и парой десятков своих же вояк, которые были не в теме. На фоне многих тысяч потерь на фронте это капля в море крови. Второе. Растерянность, паника и молчание пропагандонов, придворных халуев и приближенных к ватному фюреру. Но здесь можно возразить, ведь о таких полутемных операциях, да еще и такого уровня, должны знать наверняка лишь считанные единицы проверенных и на 100% лояльных лиц. Особенно когда цель в том, чтобы вычислить как раз предателей среди такого окружения. Третье. Путин выступил аж с 2 специальными телеобращениями к населению. Но ведь спектакль на то и спектакль, чтобы каждый в нем играл свою роль. И опять же, в обращениях он не называет имя предателя, как бы оставляя задел для будущих заявлений. Четвертое. С большой долей вероятности во время мятежа Путин улетел из Москвы на Валдай, в бункер, что говорит об испуге ватного фюрера. Пятое. Нанесен колоссальный ущерб имиджу режима и авторитету самого ватного фюрера, а его блеяние на телеэкранах никак не подняло его в глазах населения, скорее наоборот. Шестое. Во втором обращении Путин сказал примерно то же самое, что и в первом, хотя, по идее, мог бы рассказать о хитром плане, если бы таковой был. Это восстановило бы его имидж и авторитет в глазах окружения. Смотрите, мол, как, сука, он хитер и умен. В то же время Пригожин также выступил для прессы и дал понять, что бунт произошел из-за попытки расформировать его банду. Свергать он никого не хотел, а авиацию сбили почти случайно. Выглядит как попытка оправдаться и найти прощение. Значит, вы утверждаете, что подсудимый не наносил побоев потерпевшим? Конечно, не наносил. Он пошел в туалет, а он не смог дверь сломать. Седьмое. До сих пор не названы фамилии вероятных заговорщиков, которых могли выявить в ходе этого спектакля, и никто на момент записи этого видео вроде не арестован. Конечно, нельзя исключать, что заговорщики просто не решились действовать или же их уже нет в живых. Нужно отметить, что имидж и авторитет Путина и режима в целом действительно пострадали, и если в ближайшее время он не заявит о том, что
это был разыгранный им и его спецслужбами спектакль, то вернуть былые позиции имиджа и авторитета уже не получится, ведь получается, что Пригожин публично подопустил, что ли, Путина, то есть сделал то, за что в том мире, в котором живут эти два уголовника, никто никогда не прощает. Это опасный прецедент для режима. В следующий раз кто-нибудь еще захочет также пойти на Кремль, учтя уже ошибки Пригожина. Далее, вторая версия, то есть, что это была кремлевская провокация против Пригожина и его ЧВК. Цель – спровоцировать Пригожина на те действия, которые он совершил, возбудить уголовное дело и уже, имея юридические основания, ликвидировать его и его ЧВК. Ну, ликвидировать не обязательно, лишить жизни. Но такое тоже не исключается. Теперь его и его ЧВК спокойно можно объявить вне закона уже по-настоящему. Пригожина, который слишком много возникал и у которого выросли крылья за спиной, что ли, арестовать или убить, а ЧВК распустить и объявить запрещенной организацией. После этого те тысячи профессиональных наемников можно уже будет уговорить на контракты с Министерством обороны. Я думаю, там такие нужны. В пользу данной версии говорит пока только то, что уголовное дело так и не прекращено, а также то, что Путин прямо называет его, ну пока без имени, предателем и изменником. И уголовное дело, судя по всему, не бутафорское, поскольку мы знаем об обысках, на которых было изъято много того, о чем в ином случае публично заявлять бы не стоило. Какие аргументы против данной версии? Первое. Пригожина могли ликвидировать еще до захвата им Ростова и до похода на Москву, но этого не произошло. Второе. Допускать движение его наемников в сторону Москвы и позволять им доходить до Московской области с жертвами в случае с этой версией нецелесообразно и халатно. Третье. Ему дали спокойно уйти и, вероятно, в Беларусь. Далее, третья версия, согласно которой это все было реально и Пригожин устроил самый настоящий, в самом делишный мятеж. Какие аргументы говорят в пользу этой версии? Здесь я немного повторюсь, поскольку эти аргументы частично вытекают из контраргументов к первой версии со спектаклем. Можете перемотать немного назад и еще раз послушать, но в пользу этой, то есть третьей версии, будет кое-что еще. Итак, аргументы в пользу настоящего мятежа повара следующие. Первое. Во время мятежа сбиты вертолеты и один самолет. Есть погибшие из числа военных. Сообщают, что их 15 человек. Все это слишком серьезно и трагически необратимо для того, чтобы быть спектаклем. Второе. Растерянность, молчание и паника среди пропагандонов и окружения. Пропаганда к этим событиям готова совершенно не была. Третье. Два специальных обращения Путина к населению, в которых он называет это мятежом, а организаторов – предателями. Четвертое. Возможное, но не подтвержденное бегство ватного фюрера в бункер на Валдае, а также бегство на бизнес-джетах из Москвы некоторых приближенных к телу своего фюрера во время событий. Пятое. Имиджу режима и авторитету Путина действительно нанесен большой ущерб. Путин выглядит идиотом. Дополнительные аргументы. Пригожинскую вылазку нельзя назвать спонтанным мятежом, возникшим из ничего. Пригожин уже давно, в течение нескольких месяцев, последовательно, словесно мочил военное руководство России. Конфликт действительно тлел и разгорался длительный период времени, а его наемники концентрировались у границ. Всезнающая, и это не шутка, западная разведка уверена, что это был настоящий мятеж. И докладов о спектакле от нее мы не слышим. Байден признал это частью борьбы внутри российской системы. Посредником в переговорах между Пригожиным и ватным фюрером Путиным выступил уже картофельный фюрер, то есть Лукашенко. Видимо, все было действительно настолько серьезно. Незадолго до мятежа появлялась странная информация о том, что Пригожин может иметь какие-то контакты или связи с украинской разведкой. А ей, как мы понимаем, мятежи и смута у противника и агрессора в доме только на руку. Но это уже совершенно другая история и другая версия. Следующий аргумент – это то, что пропаганда, вероятно, получив методички, уже призывает Пригожина пустить себе пулю в лоб. Ну и последнее. Пригожин вчера сам фактически подтвердил, что это был мятеж, но, так сказать, в лайт-варианте и не против режима, конечно.
Но следует также сказать, что версия со спектаклем под большим сомнением еще и потому, что где, например, гарантии того, что спектакль, если таковой и был, не вышел бы из-под контроля, а спровоцированные спектаклем заговорщики не воплотили бы свой план в жизнь и не устроили бы уже настоящий переворот, подвинув Пригожина в сторонку и прихлопнув Путина как ту самую моль сапогом. И еще один, наверное, самый весомый аргумент, который говорит о проблеме с версией о спектакле. Информация о возможных заговорщиках из числа окружения, из числа генералов, руководителей на местах, которых нужно было выявить, носила бы более-менее конкретный характер, то есть с фамилиями. Не может такая информация иметь размытый вид. Учитывая установившуюся вертикаль во всех ветвях режима, разыгрывать такой спектакль в данном случае было бы нецелесообразно, нелепо и глупо, поскольку предполагаемых заговорщиков, даже если информация не соответствовала бы действительности, можно было бы просто-напросто волевым решением убрать во всех смыслах этого слова из-за утраты доверия. Но совершенно другое дело, если перед нами неуравновешенный и, возможно, страдающий паранойей кремлевский пациент. Тогда этот аргумент можно упустить, и спектакль не будет казаться такой уж конспирологической теорией. Что будет с Пригожиным? Ну, здесь я бы высказался несколько цинично и по-средневековому жестоко. А скажу я вот что. Если в ближайшее время где-нибудь не всплывет труп Пригожина, то, несмотря на все факты и аргументы, очень сложно будет поверить в правдоподобность его мятежа и в то, что он настоящий мятежник, которого простили и оставили в живых. Это как в средние века, помните, когда женщин, подозреваемых в колдовстве, опускали под воду. Если тонула, то значит нормально, если не тонула, то значит ведьма. Всем известно, как Путин любит поступать с предателями. Так что будем смотреть и ждать. Думаю, что в ближайшие дни еще произойдет то, что поставит окончательную точку в этом всем и развеет все сомнения, поскольку последняя голосовуха повара и видосы из бункера нам ни о чем однозначно не говорят. Ну что, если это спектакль, где режиссером выступает сам Пригожин? Тогда, возможно, следует ожидать, что повар попытается реализовать свои политические амбиции и действительно решит баллотироваться в президенты в следующем году. А тех, кто его не зарегистрирует или сфальсифицирует, по его мнению, по мнению Пригожина, результаты голосования, будут ждать второй поход его банды на Москву и кувалда. То есть текущий срок Путина, если он не устранит эту лысую проблему, до ближайших выборов может стать его последним сроком. И выбирать, к сожалению, гражданам страны придется из двух маньяков, а Россию может ждать настоящая гражданская война. А виновником всего этого является сам военный преступник и вор по фамилии Путин. Пока же он выглядит еще большим дураком, чем был тогда, когда о нем, как о самом опасном дураке в мире, писали в Нью-Йорк Таймс. Получается, что этот дурак не способен контролировать даже свои собственные силовые структуры и самых лояльных ему лиц. Такова теперь новая реальность в пока еще путинской России. И самое главное во всей этой истории, что заварил Пригожин, это то, что какая бы версия ни оказалась в итоге реальной, то, что режим начинает пожирать сам себя, это уже большой положительный сдвиг в сторону его краха. У меня на сегодня все. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Это была моя точка зрения, соглашаться с ней или нет, как всегда, решать только вам. Не забывайте, что вы можете поддержать канал, став его спонсором по ссылке в описании, или же отправить донаты по реквизитам и ссылкам, также указанным в описании. Ну и как всегда, ставьте лайки, делитесь этим видео и подписывайтесь на этот канал. Здесь вас никто не обманет. Хочу сказать, вы, товарищ Путин или кто вы там, вы чмоль.